Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как можно сплести елочку очередную. Для этого потребуется нам колечко деревянное, либо вот фанерная звездочка. У меня такая есть. И хлопковый шпагат я буду использовать. Он у меня 4 миллиметра. Но также можете взять шнур, плетеный, вязаный, какой вам будет удобный вообще, либо крученую веревку даже. Для начала отрезаем два отрезка по 150 сантиметров длиной и надеваем лицевым креплением на звездочку либо колечко. Что у вас будет. Надеваем лицевым креплением, и первым узлом, который мы будем делать, это будет квадратный узелок. Так как у нас есть 4 с вами нити, то квадратный узелок как раз таки из них и сделается. Для плетения этой елочки нам как раз потребуется знание квадратного узла и репсового узла. Квадратный узел плетется так, как я сейчас показываю на видео. Из 4 нитей, как я уже говорила, делаем дугу, вторую нить поверх кладем и заводим за 2 нитями в дугу, которую образовали. Далее мы будем плести репсовый узел, и вот центральные нити будут у нас выступать ведущими. Мы их по бокам разводим, да, влево и вправо, и наматываем нитью, которая как бы за ведущей осталась. Наматываем это, я имею в виду, делаем репсовый узел. Если вы совершенно не знакомы с этими узлами, то ссылка под видео будет, как научиться их плести. Далее я возьму еще 2 отрезка по 150 сантиметров и изнаночным уже креплением надену их на наши ведущие нити. Вот как я сейчас показываю. И мы будем как бы добавлять их почти каждый раз, когда будем вниз опускаться. Далее я сделаю квадратный узелок опять из 4 нитей посередине. И опять же буду плести репсовые диагонали нитями, которые вот у меня опять же есть из центра. То есть центральные нити беру, у меня будут ведущими. И 3 нити репсовым узлом на ведущую нить буду наматывать. Проделали эту намотку репсовыми узлами с 2 сторон. И сейчас опять же из середины беру 2 нити в разные стороны. И на них опять буду как бы близ первой вот этой репсовой полосочки делать вторую репсовую полосочку всеми нитями, которые как бы у меня остались с одной стороны и со второй. И как раз на вот эту нить вторую репсовую, которая полосочка, я буду прикреплять еще один дополнительный отрезок, чтобы елочка как бы росла вниз. На этом моменте беру отрезок уже 130 сантиметров, их будет 2, и также изнаночным креплением надеваю. Потом опять буду проделывать квадратный узелок в центре и опять поведу репсовые диагонали.
Вот у нас с вами проделан как бы третий ярус, и сейчас я опять добавляю, но уже два отрезка по 110 сантиметров, то есть каждый раз меньше, потому что нам остается плести гораздо меньше. Опять добавили, сделали в центре квадратный узел и повели репсовые диагонали опять вниз. Когда мы довели четвертый ярус наших диагоналей, сейчас мы проделываем квадратный узел в центре и не добавляем уже никаких нитей, потому что, ну, я решила остановиться. Но на деле вы, конечно, можете продолжить, и ваша елочка просто будет длиннее. Но я решила, что мне вот достаточно этой длины. Напишу, сколько она получилась в высоту под видео. Сейчас мы берем самые последние отрезки, которые у нас были ведущими, и мы будем закруглять, как бы закрывать нашу елочку снизу репсовыми узлами. Но будьте внимательны, смотрите, я проделываю репсовый узел, и сейчас нити я не оставляю, а вместе с ведущей складываю и уже оплетаю следующей нитью 2 нити. Теперь, когда оплели 2 нити, опять я нить не оставляю, складываю уже к 2 нитям третью и следующей нитью обвожу как бы 3 нити. И так каждый раз я оставляю как бы нить вместе в этой охапке и проплетаю до середины, то есть у меня не останется никаких висячих нитей. С одной стороны так проделываем и с другой.
Того, как у нас получилось закрыть нашу елочку снизу, я переворачиваю ее, беру отрезок 50 сантиметров и сейчас буду делать ствол каким образом. Если вы смотрели там мои мастер-классы по кашпо, то знаете, как это делается. Мы складываем отрезок, вверх у нас смотрит короткий отрезок, внизу мы делаем петельку, начинаем намотку поверх. Я вот 4 раза намотала. И сейчас вставляю свой конец в петельку, которую мы оставляли. И далее я потяну за нить, которая у меня сверху, и узелок спрячется под намотку. Все, что нам остается, отрезать вот верхний отрезок, ничего страшного не случится. И далее подрезать как бы вот этот наш ствол, чтобы осталась бахрома столько, сколько мы захотим. Так как отрезки остались достаточно такими длинными, ну я бы сказала в меру, то можно выбрать, какой длины будет бахрома снизу. Я потом еще с помощью распушителя, назову его так, сделаю бахрому поярче, почетче, подровняю, и моя елочка будет готова. Я надеюсь, что вам понравилась такая идея. Это можно использовать, кстати, как и игрушку на елку, либо как какой-то добавочный подарок, да, ну то есть вы там дарите что-то близким, и, например, такую елочку, либо просто как украшение в доме, и гирлянда, например, тоже, почему бы и нет. Напишите ваши варианты, куда еще можно использовать данную елочку, я почитаю в комментариях. Надеюсь, видео вам было полезно. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и до встречи в новых видео. Все, всем пока-пока.